Узор крючком в вашу коллекцию. Добро пожаловать на мой канал Вязание крючком Анастасия Зайцева. Сегодня я покажу вам очень простой узор, который состоит всего из одного ряда. Этот узор под номером 10. Я специально нумерую узор для того, чтобы вам потом было легко найти на моем аккаунте этот узор, просто запомнив его номер. Итак, схему этого узора вы сейчас видите на экране. Здесь используется всего два элемента: воздушные петли, они обозначены точками на схеме, и столбики с одним накидом. Итак, набираем цепочку воздушных петель, нечетное количество. Я набрала 41 петлю. Как сделать первую петлю на крючке и связать цепочку воздушных петель, у меня есть отдельно подробное видео. Если не знаете, переходите, смотрите. Начинаем вязать сам узор. Делаем 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Делаем накид и вот в эту петельку провязываем один столбик с одним накидом. Цепляемся за верхние две дужечки, так отверстие будет более плотное и более красивое. Теперь делаем снова накид, пропускаем одну петельку в цепочке основания воздушных петель и в следующую вводим крючок также под верхние две дужки. Провязываем столбик с одним накидом. Делаем одну воздушную петлю, накид и провязываем столбик с одним накидом в эту же петлю основания, из которой только что провязали столбик с одним накидом. Вот такой у нас получился элемент. Галочка, посередине у нас воздушная петля. Делаем накид, опять пропускаем одну воздушную петлю в цепочке основания воздушных петель и во вторую вводим крючок под верхние две дужки, захватываем рабочую нить, провязываем столбик с одним накидом. Делаем воздушную петлю, накид и в эту же петельку основания снова провязываем один столбик с одним накидом. Вот у нас уже второй элемент связан. Точно так же продолжаем вязать следующие элементы до конца ряда. Пропускаем одну воздушную петлю и в следующую вяжем вот этот элемент, который состоит из столбика с одним накидом, воздушной петли и второго столбика с накидом в эту же петельку основания. Так вяжем до конца ряда. Довязав до последнего элемента, у нас осталось 2 петельки, мы вот в последнюю как раз таки провязываем последний элемент, точно такой же, как и все остальные. Один столбик с накидом, одна воздушная петля и еще один столбик с накидом сюда же. Делаем 3 воздушные петли подъема, разворачиваем вязание и вяжем второй ряд. Вот сюда под воздушную петлю предыдущего ряда провязываем столбик с одним накидом. Дальше уже вот в этот элемент под эту воздушную петлю вводим крючок и провязываем столбик с одним накидом, воздушная петля и столбик с одним накидом. Переходим к следующему элементу и над ним же провязываем точно такой же: одна воздушная петля между двумя столбиками с одним накидом. Точно так же следующий столбик с одним накидом, одна воздушная петля и столбик с одним накидом. И у нас получается над каждым элементом предыдущего ряда появляется новый элемент. Так мы вяжем до конца ряда. По завершении второго ряда провязываем точно такой же обычный элемент. Делаем 3 воздушные петли подъема, разворачиваем вязание и продолжаем вязать этот узор до необходимой нам высоты. Вот этот ряд, он постоянно повторяется. Вот я связала уже 15 рядов, и можно оценить, как выглядит узор, рисунок в полотне. Здесь нет правой или левой стороны, здесь обе стороны выглядят одинаково. На мой взгляд, достаточно красивый, симпатичный узор для того, чтобы связать какие-нибудь летние вещички. Будь то кофточка, платьишко или еще что-нибудь интересненькое.
Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых публикациях. И до новых встреч!